Привет, друзья! Это Макс, канал Культура Паса. Сегодня поговорим не о тактике команд, а о действиях одного игрока, левый крайний нападающий. В качестве примера посмотрим на действия Эдена Азара в матче против Саутгемптона. Давно хотел сделать подобный обзор, думал, какого игрока взять за пример. Думаю, что объективно Азар сейчас один из лучших, хотя бы в АПЛ, поэтому пускай будет он. Разумеется, очень много ярких футболистов играют на этой позиции. Салах, Лерой Сане, Садио Мане. Следующее видео будет про центрального нападающего. Я хочу спросить у вас, ребят, кто, по вашему мнению, является топом? Кто в тактике шарит? Кто грамотно открывается? Кто создает пространство, по вашему мнению? Давайте вы напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Просто я пока не решил, на самом деле, кого брать, разбирать. Хочу услышать от вас это. Может быть, что-то почерпну, какую-то информацию у вас. Но, разумеется, то, как перемещается игрок по полю, зависит от видения тренера. Но реформа Азара сейчас прекрасна, без всяких сомнений. Не знаю, я прошлый сезон не так часто наблюдал за Челси, но в этом году мне очень нравится игра Челси при Сарри. В игре сегодняшнего Челси вы можете часто видеть, как они проходят линию полузащитников за счет скидок на партнера. Есть такая книга Массимо Люккези «Игра 4-3-3». Он там рассказывает о таком способе построения атаки. То есть там либо центральный защитник, либо крайний защитник отдает пас либо на крайнего нападающего, либо на центрального нападающего, который в дальнейшем осуществляет скидку на опорного или на центрального полузащитника для того, чтобы создать, так скажем, максимально эффективный способ отрезания линий полузащиты и нападения у соперника. Часто Азар смещается из фланга в полуфланг, играя роль диспетчера. Это важно, так как благодаря высокой стартовой скорости Азар может уже в самом начале атаки ворваться в свободные зоны, тем самым двигать линии соперника ближе к своим воротам. Здесь он принимает мяч и обыгрывается Жиру, который открывается навстречу. В принципе, у Азара есть вариант отдать на Канте вправо, но в принципе там возможен обрез. Поэтому Азар играет на Жиру, тем самым двигая линии полузащитников назад, так как мяч находится у них за спиной и, соответственно, им нужно возвращаться. Канте также перекрыт, но свободен Виллиан. И снова продвижение вперед через скидку опорному полузащитнику, то, что я показывал в схеме ранее. Также в правом полуфланге Аспиликуэта стартует и создает преимущество во фланге 2 против 1. Просто прекрасный эталонный выход из обороны при помощи Азара. Азар здесь выполняет роль, скорее всего, глубинного плеймейкера как такового. Какой это эффективный ход, сыграть такой скидкой. Посмотрите, Канте принимает мяч лицом к воротам соперника. Ему не нужно разворачиваться, ему не нужно каким-то образом попытаться сбросить с себя какого-то игрока. Он уже за линией полузащитников принимает мяч лицом к воротам. Это же просто шикарно. Азар действует на фланге, предлагая себя под передачу на боковой линии. Это сделано для того, чтобы совершить потом маневр в центр, поменявшись местами с Баркли, который из центра, получается, движется в левый полуфланг. Один из полузащитников Саутгемптона показывает защитникам взять его на себя. Азара прессингуют 2 игрока, перекрывая возможность разворота или паса обратно. Пас обратно проходит, и получается нападающий, который только что прессинговал бельгийца, переключается на Маркуса Алонсо, когда опорник и крайний полузащитник контролируют одного Баркли. Таким образом, получается небольшое пространство, где оказывается Эден Азар и Жоржиньо. Теперь опорник Саутгемптона вынужден бросать свою позицию и выходить на 2 игроков Челси. Эден быстро перемещается в образовавшийся коридор в левом полуфланге. Один опорник атакует 2 игроков Челси, когда второй находится в полупозиции. Эден Азар принимает мяч в полоборота и сразу же включает свою стартовую скорость, уходя от опорника Саутгемптона практически к отстоячего. Азар довольно часто и в матче с Ливерпулем уходил в центр, забирая с собой Алекса Арнольда. Здесь же он ищет коридоры для передачи от защитников. Если такой коридор появляется, то создается возможность обреза сразу 6 игроков соперника. Вся линия полузащиты и нападения. Опять же, установка тренера, когда был забит первый гол. Канте также действовал выше Азара, ближе к чужим воротам в своем полуфланге, чтобы сделать скидку на вбегающего партнера. Таким образом, Маурицио Сарри использует Азара в центре для того, чтобы соперник также стягивал свои силы поплотнее в центр, чтобы не оставлять его один в один. Можно сказать, что такими действиями Азар создает пространство как на своем фланге, так и на фланге Виллиана. Как должен играть центральный защитник, я разберу чуть позже, посвящу ему отдельное видео. Но вот простой, пока понятный пример. При владении мячом синий игрок смещается в сторону одного из центральных защитников. Центральный защитник выходит его встречать.
а пространство за его спиной должно быть закрыто путем схождения к центру остальных защитников. Важно, чтобы крайние защитники понимали, что опасность в центральной зоне, в зоне номер 14, намного опаснее, чем перекрытие флангового нападающего. Азар снова в центре, и он готов открыться под скидку Жиру или Канте, который снова уходит вперед в правом полуфланге. Расстояние от линии полузащиты до линии защиты соперника получилось достаточно широкое, чтобы Канте, даже приняв не самым лучшим образом мяч, смог отдать его на вбегающего Азара. Опорник соперника, за спиной которого находится Азар, должен был понимать, что Эден не будет стоять на месте. И в данном случае, получается, опорник просто смотрит футбол. В итоге он не создал достаточного давления на Канте и потерял игрока за спиной, но на которого вынужден реагировать центральный защитник, бросая свою зону. Он бросил свою зону, отобрал мяч, в принципе, все здорово, но сразу же допускает фатальную ошибку. Нельзя в таком случае отдавать мяч на опорного соперника. Опять же, в книге Массимо Лукези есть подробное описание, как должен действовать центральный защитник или крайний защитник при выходе из обороны. То есть там запрещается отдавать пас на ближайшего игрока, потому что на него может быть оказано давление. Ну, тот же самый контрпрессинг со стороны соперника. У него есть два варианта: сыграть дальше на фланг или отдать опорнику. Получается, защитник принимает в данном случае не совсем верное решение. Обратите внимание, где находится Виллиан и где находится Азар, чья позиция потенциально опасней. Крайний защитник, который ближе к нам на кадре, по идее должен был бросить Виллиана и перекрывать пространство в центре, независимо, выйдет ли команда в контратаку или нет. Он по-любому должен был сужать вот это расстояние между центральным защитником оставшимся и собой, и создавать там численный перевес. А получается сейчас Азар и Жиру против двух защитников 2 в 2. Защитник Саутгемптона продвигается дальше и уже атакует Баркли. И только в этот момент, в момент паса точнее даже, крайний защитник понимает, что надо срочно перемещаться в эту зону. Но он не успевает это сделать, и Азар забивает гол, просто с убойнейшей позиции, где, наверное, каждый забил, даже Заболотный, наверное, забил бы. Крайнему нужно было быстрее думать и принимать решения по ситуации. Либо это дело доводится до автоматизма, при уходе защитника выше он закрывает это пространство, либо, опять же, думать по ситуации. Азар же просто шикарен. Поиск пространства, открывание под передачи просто на высочайшем уровне у бельгийца. Азар снова на боковой линии. Впереди него много игроков, и на дриблинге тут уйти не получится. Но есть свободная зона, небольшая, за спиной обороняющихся. 3 игрока против Баркли, но даже в этой ситуации Азар играет не на защитника с переводом мяча на другой фланг, а в зону потенциально опасную. Отличное взаимодействие с Маркусом Алонсо. Он видит зону и предлагает себя. Правда, быстрый и не слишком удобный пас от Азара получается принять, но на секунду кажется, что мяч, в принципе, Челси потерян. Но Азар, отдавая пас, сразу же двигается на подыгрыш. По диагонали ускоряется, и, естественно, за ним никто не наблюдает. Никто за ним не следует, точнее. Действительно, зачем? Это же лучший бомбардир чемпионата Англии. Зачем за ним следовать? И вот он уже рядом со штрафной принимает мяч и моментально играет на Канте. И, разумеется, после этого снова совершает рывок по диагонали и предлагает себя для обратного паса. Я сейчас вас прошу, не смотрите, пожалуйста, на Канте, а обратите свое внимание на Азара. Посмотрите, как он двигается. Посмотрите, что он практически все время один. То есть там только единственный центральный защитник на линии вратарской повернет голову в сторону Азара в момент вероятного паса, так скажем, от Канте. Еще до того, как пас Канте не отдал, он повернет голову и увидит вбегающего Азара. И, в принципе, начнет его маркировать. Но получилось так, что просто пас от Канте не доходит до Азара, немножечко неточно получился. И поэтому здесь не совсем острая ситуация получилась. Хотя, в принципе, можно сказать, ситуация опасная, но голом не завершилась. И даже ударом по воротам, к сожалению, не завершилась тоже. Так, друзья, на этом все. Это был тактический разбор позиции левого нападающего от канала Культура Паса. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Пока.